Итак, всем привет, ребят! А сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную тему чужие и свои желания, то есть какие желания мы можем назвать осознанными, а какие желания мы можем назвать навязанными. Такие запросы были в комментариях под прошлыми видео, поэтому я решила эту тему разобрать, потому что тема на самом деле очень крайне важная. Но перед тем, как мы начнем, хотелось бы еще кое о чем сказать. Если вы помните, то в прошлом видео мы с вами запустили небольшой такой интерактив по теме того, что вы будете выбирать, что мне посмотреть на тонком, какое событие или какую личность мне посмотреть на тонком, из каких-то исторических, может, деятелей или кого. И вот сегодня я сказала, что будет до следующей пятницы голосование. И именно сейчас, после того, как я выложила это видео, я пойду смотреть, какой же комментарий под прошлым моим роликом набрал большее количество лайков. И буду уже на эту тему смотреть что-то на тонком и записывать вам. Я надеюсь, что это будет очень интересно и захватывающе. В общем, я очень сильно надеюсь, что эта рубрика у нас с вами приживется и будет уже на постоянной основе. Тем более, что нечто похожее я сейчас делаю на Бусти, прям бывает при записи, когда записываю что-то, смотрю в прямом эфире, можно сказать. Также я уже делала так с Уткиным, делала так с Пригожиным, да, много где я уже в роликах подобное делала, даже вот кое-какие подкасты в Телеграм записывала похожим образом, то есть смотрела на тонком и тут же вела запись. Так что можно сказать, что данный формат для меня уже не совсем в новинку. Ну а также хочется поделиться одной очень интересной новостью. У меня курс, который запускался 1 мая по отключению под ключик, он наконец-то уже подошел к концу, то есть мы, получается, с ребятами работали около 4 месяцев, это была упорная работа, это было около 78 часов просто в записи, это были не только лекции, но и ответы на вопросы, которые, как тоже пишут, больше уже были похожи во многом на личные консультации, то есть я очень-очень много там реально разбирала каких-то личных моментов. То есть все, что мы проговаривали на курсе, было построено на каком-то личном опыте участников, то есть я разбирала какие-то прям конкретные моменты людей, также какие-то общие моменты, допустим, мы очень много всего, очень много нюансов разобрали, очень много вопросов разобрали, которые могли по этой теме вылезти, в общем, 78 часов, ребят, вот серьезно, лекционного материала, просто ребята в восторге были, и для меня это, наверное, такой запуск был достаточно очень тоже такой яркий, классный, эмоциональный, я бывала некоторые вообще там вопрос-ответ писала практически 2 суток, работы было очень много, но тем не менее все справились, я справилась, ребята справились с тем количеством материала, которое я давала для ознакомления им. И продуктивная работа была у многих над собой. Я прочитала отзывы ребят, которые они мне написали в чате курса, и очень много людей, у которых начала меняться жизнь, очень много людей, которые сказали, что уже взгляды просто там на 180 перевернулись на жизнь, очень много осознаний, просто огромное количество осознаний пошло и всего. В общем, можно сказать, что наше лето не прошло даром, и мы потратили это благоприятное время для огромной работы над собой, и вот осенью уже нам это принесло большие плоды. Вот, так как осень у нас является такой порой, которая приносит урожай, да, это время сбора урожая, и вот мы тоже все лето очень активно трудились, и осенью уже пришла пора собирать урожай. Ну а для тех, кто не успел к нам присоединиться, не переживайте, курс весь доступен в записи на моем дзен-классе, и вы можете пройти его вообще в любое удобное для вас время. Ну а так как я знаю, что иногда очень большая распаковка идет, то есть надо не на раз, не на два даже прослушать некоторые ролики для того, чтобы новые и новые осознания пришли.
Я думаю, что ребята будут возвращаться к некоторым лекциям и переслушивать их по несколько раз. Ну а мы с вами давайте вернемся к теме. В прошлом видео мы с вами разобрали то, насколько вообще важно жить осознанно, то есть осознанными желаниями, то, как успешно манипулируют обществом при помощи навязанных желаний, то, когда просто обществу говорят, людям, да, говорят о том, что ты ничего не можешь сделать, ты должен делать, потому что тебе так сказали. То есть к чему может привести вообще, к каким последствиям неосознанная жизнь. То есть, когда человек говорит, я не отвечаю за свою жизнь, я не я и так далее. То есть, важность ответственности за собственную жизнь, за собственные поступки, за собственное вообще вот поведение, вообще все, что происходит в вашей жизни. Я надеюсь, что я в прошлой лекции смогла до вас донести важность того, что мы должны, то есть это вопрос не только собственной морали, это вопрос собственного внутреннего, то есть не только того, как вы будете жить, хорошо, плохо, это очень сильно зависит, да, когда мы берем ответственность за свою жизнь, то к каким последствиям, даже массово, да, это может привести людей, человечество, когда каждый человек говорит, ну что я не отвечаю за свою жизнь, да, когда масса, то есть общество целое, вот вроде как кажется один он ничего не решает, но когда каждый человек живет путем того, что он не берет ответственность за свою жизнь, это может приводить к катастрофам просто огромнейших масштабов, поэтому нам нужно осознавать эту важность. Опять же, вот, когда мы возвращаемся к вопросу о том, что мое это желание или не мое это желание, вот подумайте о том, что доставляет мне удовольствие. Вот зачастую есть что-то, что вам, знаете, вы делаете что-то, неважно, вы вяжете, танцуете, поете, или там, я не знаю, менеджер где-нибудь там на производстве мороженого, неважно, да, вы делаете что-то, и у вас вот все внутри, вот прям вот, знаете, какой-то кайф такой внутренний, очень сильно от того, что вы делаете. У вас прям душа поет, у вас такое воодушевление, вы там работаете над новым проектом, и у вас прям воодушевление. У вас ощущения такие, как будто у вас крылья, и вы летаете. Вот вы прям парите, и вот это ощущение вдохновения какого-то. Причем часто люди очень думают, что ощущение вдохновения какого-то вот этого, оно только там у писателя, каких-то музыкантов, и все, но на самом деле это не так. Ощущение вдохновения, это вообще что? Это когда у тебя внутри все вот прям вот какой-то, знаете, как расширение какой-то энергии идет в пространство, когда вам кажется, что вот все вокруг вот летает, пылает, вы такой окрыленный, все. Это может быть даже, вот я говорю, вы на работе работаете, и вы там на крыльях просто вот это вот делаете. То есть менеджером, я не знаю, каким-нибудь кладовщиком, я не знаю, кем там еще, продавцом, можно тоже летать, неважно, где вы работаете, кем. Даже вот маляры там какие-нибудь делают свою работу и летают. Главное, чтобы это все доставляло вам удовольствие. Вот если что-то вам доставляет удовольствие, вот вы просто смотрите ваше хобби какое-то, увлечение, и вы от этого получаете массу внутреннего удовольствия, тепло в душе, да, какое-то чувство окрыленности, все, значит, вот это ваше, не навязанное. А когда у вас воодушевление какое-то появляется, что «О, да, вот это, да, супер крутая тема, мне ее обязательно надо», потому что кто-то вам об этом говорит. То есть вам говорят, вот это супер моющее средство, вот именно то, что тебе надо, и ты такой, да, вот это моющее средство мне нужно. Или там, а вот это вот самый модный бренд, а вот смотри, все в нем ходят, а вот все, и ты такой, ну да, вот я бы такой хотел. То есть, понимаете, навязанный выбор, он обычно идет кем-то навязанный. То есть кто-то тебе навязывает. Вот мне, допустим, сейчас просто на глупом примере расскажу. Я вообще человек, который достаточно очень плохо поддается какой-то рекламе, в том плане, что как бы у меня эффект отторжения бывает от этой рекламы. Ну вот смотрите, допустим, совсем недавно я попробовала, что такое помыть голову ржаной мукой. И каким образом это выглядело? Для многих, наверное, вот разница, да, сейчас я попытаюсь ее донести. Для многих, наверное, вот это выглядит так, что
вы, допустим, такие сидите, смотрите всякую ерунду, допустим, в интернете или что-то, ну, по крайней мере, я вот могу сравнить с одним моим знакомым человеком, у него вот это так происходит. То есть он смотрит какую-то ерунду в интернете, всякие видосики, там еще что-то, и видит там, вот рецепт, значит, там ржаной муки, там еще чего-то, да, вот мыть волосы. Он такой смотрит, о, как классно, как круто. У него не стояло цели, когда он начал там смотреть эти видео, к тому, что мне что-то нужно. То есть у него просто было беспорядочное какой-то вот просмотр, и он увидел это, такой говорит, вау, это как классно, да, и там начал смотреть видео по этой теме, и там все нахваливают, он такой, о, да, вот это вот стопудово классная штука, надо попробовать. В итоге он это не пробует, но зато потом всем подряд советует и говорит, вот это супер просто крутая вещь, я вот знаю, да, мне вот это, по сути, он сам это не пробовал, во-первых. Во-вторых, он просто насмотрелся чего-то, что ему рассказали, то, что ему разрекламировали, какой-то вот этот рецепт, и он начал этот рецепт нести, то есть человек очень сильно подвержен вот этому всему, и он просто на воодушевлении того, что ему кто-то чего-то рассказал, он начал вот это вот все там внутри себя разбрызгивать в окружающее пространство. То есть это не результат осознанного выбора. И он мне очень-очень долго пытался рекламу эту навязать дальше сарафанным радио. Это, кстати, вот по теме того, каким образом социальное тоже программирование иногда работает. То есть, когда навязывают одному, он начинает навязывать другому, тут начинает навязывать третьему. И здесь я не к тому, что рецепт вот мытья головы ржаной мукой плохой, а тому, как работает реклама и вообще как работает вот это вот все. То есть это таким образом маркетинг строится. И он несет это дальше, все восторженное, да, потому что ему навязали, он посчитал, что это круто, и он начинает нести это дальше. Как, допустим, там говорят, вау, какой крутой телефон, все посмотрели рекламу, и потом говорят, да, это крутой телефон, и другие такие, да, крутой телефон, но раз все считают, что это крутой телефон, тогда и я буду считать, что это крутой телефон, и так далее. То есть, когда человек давится под общественным мнением или начинает навязывать какое-то общественное мнение в кругу, допустим, определенном, другим людям, потому что, толпа знает лучше. Так вот, у меня же, допустим, пример мой с ржаной мукой был другой. Пример был в том, что я поставила себе цель. То есть в какой-то момент у меня встал вопрос о том, что я хочу найти средства для мытья головы. Это мой момент потребности физической, которая у меня есть на данный момент. Вот, найти какой-то рецепт, который бы не содержал химикатов. То есть я поняла, что вот эти все шампуни, даже без СЛСов там и прочей ерунды, не подходят для моих потребностей. Я хочу попробовать какое-то средство, которое бы мне помогало без вот этого всего. То есть я не наслушалась и не начиталась того, что вау, суперсредство бабушки, давайте там это. А у меня четко есть то, что я хочу сделать, то есть цель какая-то. Цель того, что мне нужно там решить задачу, которая у меня есть для себя. Когда я эту задачу для себя ставлю, вот здесь я уже начинаю искать средства для решения поставленной задачи. И на самом деле, ребята, это основное тоже, вот когда мы идем к чему-то или когда мы пытаемся что-то реализовать в своей жизни. Да, может быть, пример на чем-то банальном, это банальный пример или даже плохой пример, не знаю, в общем. Но когда мы пытаемся что-то в своей реальности реализовать, неважно, что это, нам нужно в первую очередь потребность, да, у меня есть потребность. Неважно, какая это потребность, купить квартиру или там найти хорошую работу, еще что-то. То есть вот это вот то, когда мы говорим навязанные желания, какие свои желания. Свое желание – это когда ты говоришь, у меня есть вот такая-то потребность. То есть ты для себя четко обрисовываешь, вот у меня есть потребность вот такая-то, я хочу вот это. Пускай это будет банально, допустим, я хочу какую-то хорошую работу. Когда мы говорим «я хочу хорошую работу», это
плохая формулировка. Потому что для каждого понятие «хорошая работа» — это разное понятие. Когда тебе зададут вопрос, а что именно ты считаешь хорошей работой, ты такой, не знаю, да, а тебе нужно узнать. То есть тебе надо понять, ты говоришь, я хочу другую работу, или я хочу вот какую-то хорошую работу. И ты должен, возьмите листочек, ручку, я не знаю, и на этот вопрос «я хочу хорошую работу» проанализируйте и поймите для себя, какую именно работу ты хочешь. И здесь не то, что я хочу там быть менеджером. Это плохое тоже, плохая формулировка. Когда нам нужно понять свои желания, то есть это, кстати, очень верно, для того, чтобы понять, куда тебе двигаться, ты должен понять, чего ты хочешь, не просто так, а осознать, то есть твои потребности. Когда мы говорим «хорошая работа», мы должны понять, каким именно я вижу то, что является хорошим для меня. Допустим, взяли листочек, ручку там или что, и начали. Я хочу, допустим, свободный график работы, или я хочу чтобы у меня был 5-дневный график работы, или я хочу, чтобы у меня был сменный график работы. Определились уже. Что для нас, какой график комфортный. Либо я хочу вахту, как вариант, допустим, месяц работать, месяц дома отдыхать, или 2 месяца работать, месяц дома отдыхать. В общем, либо я хочу вахту, либо еще что-то, да. Дальше, свойства, моей работы, допустим, я хочу сидеть в офисе, или я, допустим, хочу выезжать куда-то, я хочу ездить по миру, или я хочу, допустим, работать дома, я хочу, начинаем формировать себе конкретно видение, понимаете, какой должна быть работа, которую мне нужно, какими базовыми характеристиками эта работа должна обладать. И так во всем. Я хочу себе шампунь. Какими базовыми характеристиками должен обладать этот шампунь? Я хочу себе, платье. Какими базовыми характеристиками должно обладать твое платье? Я хочу себе машину. То же самое, я хочу себе телевизор. Какой именно телевизор я хочу? Не марку модель, а какой у него должен быть диагональ экрана, какие функции в него должны быть встроены, что он должен уметь делать и так далее. То есть мы должны осознавать свои потребности. И это, кстати, очень важный шаг к тому, чтобы научиться формировать свою реальность. Потому что когда мы учимся осознавать собственные потребности, мы начинаем понимать, что нам в жизни нужно. А 90% людей, наверное, если не больше, вообще не знают, что им нужно в жизни. Они не понимают. Они говорят, да я понимаю, что мне нужно в жизни. Когда им говорят, что тебе нужно? Мне денег надо. И что тебе эти деньги? Мы в клубе разбирали, почему нельзя хотеть денег. Я отвечала на этот вопрос, я его прям разбирала. Почему это самое плохое желание, которое ты вообще можешь задать? Разбирали тему денег, даже целый отдельный стрим у нас был. Очень, кстати, полезный и познавательный. Ребята, очень полезный и познавательный с точки зрения мышления и всего. Почему нельзя хотеть денег? Потому что деньги – это не цель. Потому что это плохая цель. 10 рублей в твоем кармане – это тоже деньги. 5 рублей в твоем кармане – это деньги. Я вам даже больше скажу, 10 копеек в твоем кармане – это тоже деньги. Это самое плохое, что ты можешь вообще сказать «хочу денег для реализации в своей реальности». Ты должен хотеть не денег. Ты должен хотеть цель, конкретно четко поставленную цель, у которой есть базовые характеристики. Из осознания своих желаний строится построение целей и движение к ним. Это вам даже нейрофизиологи скажут. На самом деле, не только это принцип построения, то есть они это все с точки зрения химии мозга расскажут. Я вам это рассказываю с точки зрения построения реальности и материи, то есть как это работает. Но это будет работать, для всех будет работать. И понимаете, даже если мы возьмем с точки зрения каких-нибудь нейрофизиологов или чего-то подобного, то я вам могу сказать, что когда вы осознаете собственные потребности, даже базовые характеристики, не просто «я хочу телевизор хороший», а какими базовыми характеристиками ваш телевизор будет обладать, у вас сменится поведение с «я не знаю, чего я хочу» на «так, я четко представляю, какая именно вещь мне нужна». И когда вы пойдете по магазинам,
Выбирать будут совершенно два разных человека, понимаете, в чем дело? Модель поведения одного человека и модель поведения другого человека будет разная. Это будут разные две модели поведения. Поэтому в первом случае, когда вы не осознаете своего желания, да, и когда вы, я хочу хороший телевизор, но я не знаю, какой телевизор я хочу, да, вот этого человека, который не осознает свои желания, не осознает свои потребности, любому продавцу в каком-нибудь там магазине электроники будет очень легко уговорить купить какую-нибудь дрянь. Или там любой телевизор, который ему нужно будет сбагрить, да, продать вам. Он подведет вас к какому-нибудь телеку, распишет о том, какой этот телек классный, хороший, там, и тырым-бырым, и вы такие уши развешите, и, процентов там 80 того, что вы это купите. Может быть, не 80, да, 50 на 50, но от этого телека вам могут еще парочку предложить, и вы будете выбирать один из 3 вариантов, условно. Понимаете? Или скажете, я еще посмотрю в каких-нибудь магазинах, но по факту определения, какого-то не будет. Либо в процессе вы будете, допустим, определяться, но это будет дольше. Второй же человек, который осознает, условно, свои потребности, то есть и осознает, что конкретно он хочет от телевизора, когда он придет в магазин и скажет, мне нужен вот такой-то, такой-то, такой-то телевизор, ему, допустим, продавец скажет, знаете, такого у нас нет, но зато у нас есть другие телевизоры, давайте вот это, и человек, допустим, он скажет, давайте посмотрим, что у вас есть, они, допустим, скажут, что у нас есть вот это, и он, допустим, подумает, а нужно ли ему это? И, может быть, его желание, то есть его скорректируется как-то, допустим, еще какие-то дополнительные вкусы. Либо же он скажет, нет, мне это не нужно, я не хочу этого, мне нужно конкретно вот то, что я ищу. И реальность подстроится под него, что он это найдет. То есть потому что найдет тот, кто четко знает, что ищет. То есть вот две модели поведения, два разных человека. Один не знает, чего он хочет, второй четко уверен в своих потребностях и четко уверен в том, какие именно потребности его хочет. Вот первый более внушаем, и первому легче продать, потому что тот, кто не знает, чего он хочет, ему можно навязать любые желания. Тот, который четко осознает, чего он хочет, ему навязать какие-то желания, которые ему не свойственны, то есть левые желания, достаточно сложно. Поэтому здесь, вот такой вот у нас получается тоже результат. Четко осознавайте свои желания, четко осознавайте свои потребности. А у меня на этом все. Я надеюсь, это видео вам поможет более широко смотреть на многие вещи, расширить немножко, да, и позволит посмотреть на некоторые вещи под другим углом. А я вас обнимаю, люблю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока.